Telegram – одно из самых быстро растущих и крупных социальных приложений для обмена сообщениями текстовых приложений в мире. Популярна по всему миру, в том числе и в США, но о компании почти ничего или очень мало известно. Ее штаб-квартира находится в Дубае, где мы сейчас и находимся. Управляет ею, владеет ею, разрабатывает и пишет программное обеспечение Павел Дуров, который основал ее несколько лет назад и который почти никогда не дает интервью. А оказалось, что он очень интересный человек, чрезвычайно интересный. Мы узнали об этом на днях, когда разговаривали с ним, и он согласился сесть и рассказать нам о себе и своей компании. И мы подумали, что это обязательно стоит услышать. И с этим, Павел, спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили меня. Признаюсь, я пользовался Telegram. Я ничего не знал ни о вас, ни о компании, и меня просто поразила ваша история. И если вы не против немного воссоздать ее для нашей аудитории, откуда вы родом? Как вы это начали и почему? Это будет долгая история. Все в порядке. Я родился в 1984 году в Советском Союзе, так что это был интересный год для рождения. И тогда я мог наблюдать недостатки централизованной системы, которая существовала в Советском Союзе. Когда мне было 4 года, моя семья переехала в Италию, где я мог сравнить то, что я видел в Турине, Италия, с тем, что я пережил в Советском Союзе. И я решил, что капиталистическая система и система свободного рынка определенно лучше, по крайней мере для меня. Да. Я учился в школе в Италии, я стал как бы частью европейцем в итоге. Но потом, когда Советский Союз распался, мы решили вернуться в Россию. В Италии, однако, мы с братом очень весело проводили время. Его показывали по итальянскому телевидению в прямом эфире как юного вундеркинда, который мог решать кубические уравнения в реальном времени, будучи всего лишь 10-летним ребенком. А в те времена в Италии это считалось невозможным. Я не знаю, что такое кубическое уравнение, так что да, для меня это звучит сложно. Определенно. И знаете, когда я впервые пошел в школу в Италии, я не знал, как говорить по-итальянски. Я не знал ни одного итальянского слова. И многие учителя говорили, этот парень, этот ребенок не будет успешным в нашей школе. К концу первого года я стал вторым по успеваемости. К концу следующего года я стал лучшим учеником в нашем классе. Так что это также показало мне, что ты можешь преуспеть, ты можешь соревноваться. Мне понравилась эта конкурентная среда. А когда мы вернулись в Россию, все было немного хаотично. Единственная причина, по которой мы вернулись, мой отец получил предложение возглавить один из факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. Он один из известных ученых и писателей, занимающихся древнеримской литературой. И этот опыт был совсем другим, но мне он все равно понравился. Потому что в России в 90-е годы были такие экспериментальные школы, где вас учили всему. Например, у нас было 6 иностранных языков, у нас была математика, очень специализированная. 6 иностранных языков. 6 иностранных языков параллельно. У вас была математика, похожая на ту, что есть в специализированных математических школах, и химия на том же уровне, что и в школах, специализирующихся на химии и биологии. Это было очень напряженно. Мой брат стал чемпионом мира по математике на международных олимпиадах по математике и программированию. Много раз подряд, абсолютно лучшим. Я сам был лучшим учеником в своей школе. Также я побеждал в местных соревнованиях по нескольким направлениям, но мы оба были очень увлечены кодированием и проектированием. И потому что мы привезли этот компьютер IBM, PC-XT из Италии в начале 90-х, мы были одной из немногих семей в России, которые могли научиться программированию. И мы начали это делать. Я учился в университете, создавал сайты для своих сокурсников. В результате я основал компанию, которая стала тем, что в России называют Facebook. Мы не любим называть ее так, потому что мы успели сделать многое до появления Facebook, и это определило развитие индустрии социальных сетей в последующие годы. Компания называлась VK. Я основал ее, когда мне был 21 год,
Да. Я только что закончил университет, и в итоге она стала крупнейшей социальной сетью, самой популярной социальной сетью в России, Украине, Беларуси, Казахстане и ряде других постсоветских стран. Это был значительный труд с моей стороны, потому что в определенный момент я был единственным сотрудником компании. Я сам писал код, сам занимался дизайном, сам управлял серверами. Это было довольно напряженно. Я даже отвечал на запросы службы поддержки. Я почти не спал, но это было веселое время, когда мне было 21-22 года. А потом компания выросла, как я уже сказал, до 100 миллионов активных пользователей, что в те времена было очень много. Это было, я думаю, в 2012 или 2011 году, когда мы столкнулись с первыми проблемами в России, потому что, видите ли, я все еще верил в ценности свободного рынка, свободы слова, свободы собраний. Поэтому, когда российская оппозиция начала использовать ВК для организации крупных протестов в России, когда почти 500 000 человек выходили протестовать на главную площадь или несколько главных площадей города, правительство попросило нас запретить эти сообщества в VK, и я отказался. Значит, правительство попросило вас отключить связь между их оппонентами? Ну, ВК — это платформа социального общения, Верно. поэтому у них есть такие большие публичные сообщества, в которые может вступить любой может читать, что обсуждают люди или что публикуют администраторы. Они могут комментировать, могут делиться. Так что для протестующих это был инструмент самоорганизации. В те времена речь шла не о том, чтобы встать на ту или иную сторону, на ту или иную часть политической борьбы. Мы защищали свободу слова и свободу собраний, что, по нашему мнению, было правильно. Но это не слишком понравилось правительству, и надо сказать, они были не слишком рады этому. А через несколько лет после этого, да, в 2013 году, у нас была похожая ситуация, когда протесты на Украине, где люди снова использовали ВК для самоорганизации и выходили на главную площадь города и показать свое несогласие с правительством. Да. И мы получили от российской стороны запрос, в котором говорилось, что вы должны предоставить нам частные данные организаторов этого протеста. И мы ответили: подождите, это другая страна. Мы не будем предавать наших украинских пользователей, потому что вы нас об этом попросили. Мы решили отказаться, и это не слишком понравилось российскому правительству. Так что в конце того года мне пришлось принять сложное решение, потому что мне предложили выбор между двумя неоптимальными вариантами. Один из них заключался в том, что я должен был начать подчиняться всем указаниям руководства страны. Другой — я могу продать свою долю в компании, уйти на пенсию, покинуть пост генерального директора и покинуть страну. Я выбрал последнее. Если я могу попросить вас сделать паузу, это немного странно, потому что я слышал, как люди говорили, что Telegram — это часть российского правительства, а вы описываете обратное. Вы говорите, что вам пришлось уехать из страны, потому что вы не подчинились их требованиям. Ну, как вы и говорите, люди, которые имеют очень ограниченное представление о том, откуда взялся Telegram, будут делать такие заявления. Их могут подстрекать наши конкуренты, которые видят в этом легкий способ дискредитировать нас, потому что Telegram распространяется как лесной пожар. 2,5 миллиона пользователей регистрируются каждый день, и мы представляем собой некую угрозу. Поэтому я не удивлен, что такое мнение существует. Ведь наши конкуренты тратят десятки миллиардов на маркетинг и известны тем, что используют пиар-фирмы для проведения подобных кампаний. Сколько вы тратите на маркетинг? 0 $0 в долларах? $0
Мы никогда не тратили ничего на привлечение пользователей в маркетинговых целях. Мы никогда не продвигали Telegram на других социальных платформах. Это очень отличается от других приложений. Вы можете увидеть, как их продвигают то тут, то там. Telegram — совсем другое дело. Весь наш рост исключительно органический. И мы достигли почти 900 миллионов пользователей, не тратясь на рекламу для продвижения Telegram. Удивительно. Простите, что прерываю ваше повествование. Нет. Просто это интересно, потому что я слышал, как люди говорят об этом, но это звучит как противоположность правде. То есть вы решили продать компанию, уйти с поста генерального директора и уехать из своей страны? Да, именно так я и поступил. Это было немного болезненно, потому что моя первая компания была моим ребенком. Я создал ее сам, в ту платформу было вложено много творчества, времени и усилий. Но в то же время я понимал, что мне лучше быть свободным. Я не хотел бы ни от кого получать заказы. И я оставил позади, возможно, комфортную жизнь. Но для меня никогда не было целью стать богатым. Для меня все в жизни было направлено на то, чтобы стать свободным. И в той мере, в какой-то, возможно, моя миссия в жизни заключалась в том, чтобы позволить другим людям тоже стать свободными, в некотором смысле. И используя платформы, которые мы создали или я создал, я надеялся, что они смогут выразить свою свободу. В этом и заключается миссия Telegram. И это же отчасти было миссией моей предыдущей компании VK. Мы хотели бы прервать это интервью на минуту, чтобы кое-что отметить. Когда российское правительство попросило Павла Дурова использовать его социальную сеть для цензуры своих политических оппонентов, он отказался. Он сказал, что лучше уйдет в отставку и уедет из страны, где он родился, чем участвовать в подобном. Такова была его приверженность свободе слова. Сравните то, что сделал Павел Дуров, с тем, что сделал Марк Цукерберг или Прак Агарвал, который руководил Twitter до того, как его купил Элон Маск. Оба они сотрудничали с правительствами, чтобы подвергать людей цензуре, и это позорно. Поэтому мы верим Павлу, когда он говорит, что его приложение Telegram будет бастионом свободы слова, потому что так оно и было. И мы верим ему, потому что он показал, насколько он привержен этому. Поэтому мы решили, что с гордостью запустим свой собственный канал в Telegram, чтобы дать людям еще один путь к нашему контенту, свободному от цензуры. Поэтому, если вы находитесь в Telegram, мы просим вас подписаться на наш новый канал, найдя наше имя пользователя в списке ниже. Для нас большая честь делать это. Мы собираемся вернуться к нашей беседе с Павлом Дуровым. Значит, вы запустили Telegram после отъезда из России, верно? Да, идея создания Telegram возникла, когда мы еще находились в России, потому что в какой-то момент у нас возникла очень стрессовая ситуация, когда вооруженные полицейские приходили ко мне домой, пытались вломиться в дом, потому что я отказался убрать эти группы, о которых я говорил ранее. И я понял, что безопасных средств связи не существует. Я понял, что хочу рассказать своему брату о том, что происходит, чтобы координировать все, что мы хотим сделать. И все средства связи, которые я мог использовать, были не совсем безопасными, не зашифрованными. Использовать их было небезопасно. И я подумал, что было бы неплохо придумать приличное приложение для обмена сообщениями с шифрованием. И мой брат, будучи гением, смог создать стандарт шифрования, который мы используем до сих пор, с небольшими изменениями. Но идея пришла... Значит, ваш брат написал шифровку? Да. У моего брата были 2 кандидатские степени по математике, он был очень умным. Он мог, знаете ли, быть экспертом в криптографии. Он разработал основные принципы шифрования Telegram. Я больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и так далее. Он отвечал за шифрование. Куда вы отправились, когда покинули Россию? Мы попробовали несколько мест. Сначала мы отправились в Берлин. Мы попытались открыть компанию в Берлине. Затем мы попробовали Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, да что там, мы везде побывали. И почему вы не остановились ни в одном из этих мест? Потому что бюрократические препоны были
слишком сложными для преодоления. Нет. Я привозил в эти места лучших в мире программистов. И я пытался нанять их из местной компании. И ответ, который я получал в таких местах, как Германия, например, что нет, 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 вы не можете нанимать людей из-за пределов Европейского Союза, потому что сначала вы должны дать объявление в газету, местный журнал или что-то еще, и если в течение 6 месяцев никто не откликнется из инженеров, имеющихся в Европейском Союзе и Германии, то вам разрешат нанять иностранцев. И я подумал, что это безумная идея, потому что... Почему вы просто не сказали, что это неграмотные беженцы? Ну, потому что мы не считали себя беженцами, мы были очень успешными людьми, мы могли уехать куда угодно. Я знаю, но если бы вы сказали им, что вы неграмотные беженцы, они бы разрешили вам остаться. Да. Итак, вы ездили из Германии в Сингапур, в Лондон, в Сан-Франциско. Что случилось в Сан-Франциско? В Сан-Франциско мы действительно думали, что именно там мы должны быть, потому что все технологические компании находятся там. Или в окрестностях Сан-Франциско. И есть две вещи, которые заставили нас задуматься. Ну, одна вещь довольно очевидна. Я был в Сан-Франциско, на меня напали на улице после посещения, кажется, Джека Дорси в Твиттер, офисе Твиттер. Я возвращался в 8 вечера в свой отель, и на меня напали на улице. Это единственная страна, где на меня напали на улице. Что случилось? Просто 3 здоровенных парней пытались выхватить у меня из рук телефон. Я писал в Твиттере о том, что только что познакомился с основателем Твиттер. Тогда это казалось мне правильной идеей. И на меня напали. Я не хотел позволять им забрать мой телефон. Вероятно, они не ожидали сопротивления. Поэтому я выхватил свой телефон обратно. Была небольшая драка с парнями. Было немного крови. Но мне удалось убежать. И решил, что мне следует... Вероятно, они не так часто грабят русских. Возможно, они были удивлены. Ну, надо признать, они были гораздо выше меня. И их 3. Но я думаю, что я хорошо поборолся. Вас удивило, что это произошло в Сан-Франциско? Полностью, да. Для меня это был шок, потому что я много путешествовал. Это было первое место, где на меня напали. И я подумал, ну и ладно, может быть, нам не стоит смотреть на Сан-Франциско. Может, в Америке есть и другие места, где... Где на вас не нападают? Да, именно так. Но, знаете, есть и вторая часть, которая, вероятно, была более тревожной в США. Мы получаем слишком много внимания от ФБР, службы безопасности, куда бы мы ни приехали в США. Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, я взял с собой инженера, который работает на Telegram, и была попытка тайно нанять моего инженера за моей спиной сотрудниками службы кибербезопасности или агентами, как бы они ни назывались. Правительство США должно нанять вашего инженера? Это я так понимаю. Так он мне сказал. Чтобы написать для них код или взломать Telegram. Им было интересно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram, ну, знаете, на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрирует в код Telegram, которые, как я понимаю, служат бэкдорами. Позволит правительству США шпионить за людьми, которые пользуются Telegram? Правительство США или, возможно, любое другое правительство, потому что черный ход есть черный ход, независимо от того, кто его использует. Верно. И это немного удивительно слышать, а может и не удивительно, это оскорбительно. Вы уверены, что это произошло? Да. У моего инженера нет причин выдумывать истории. Также потому, что я лично сталкивался с подобным давлением в США. Всякий раз, когда я отправлялся в США, в аэропорту меня встречали 2 агента ФБР и задавали вопросы. Однажды я завтракал в 9 утра, и ФБР явилась в мой дом, который я снимал.
Это было очень неожиданно. И я подумал, знаете, мы привлекаем к себе слишком много внимания. Возможно, это не самая лучшая среда для запуска. Зачем ФБР вы совершили преступление? Нет. Им было интересно узнать больше о Telegram. Они знали, что я, знаете ли, уехал из России. Они знали, что мы делали, но им нужны были подробности. И, насколько я понимаю, они хотели наладить отношения в некотором смысле, лучше контролировать Telegram. Я понимаю, что они выполняли свою работу. Просто для нас, управляющих платформой для социальных сетей, ориентированной на конфиденциальность, это, вероятно, была не лучшая среда для работы. Мы хотим быть сосредоточены на том, что мы делаем, а не на отношениях с правительством. Отношения с правительством. Затем вы приехали в ОАЭ в Дубай. Да. 7 лет назад мы переехали сюда. Сначала хотели просто попробовать полгода, посмотреть, что получится. И оказалось, что это прекрасное место. Мы никогда не оглядывались назад, и после этого не хотели менять ОАЭ ни на какое другое место. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, здесь очень легко вести бизнес. Например, вы можете нанять людей из любой точки мира. При условии, что вы платите им хорошую зарплату, вид на жительство выдается автоматически. Это совсем другое дело. Если вы попытаетесь сделать это в Европе и других странах, то там все будет совсем по-другому. Во-вторых, это очень выгодно с точки зрения налогов. В-третьих, здесь отличная инфраструктура. Вы получаете очень многое за минимальное количество налогов, которые вы платите. Дороги, аэропорты, отели, все. Думаю, вы сами были свидетелем этого. Но важнее всего то, что это нейтральное место. Это нейтральная страна. Это маленькая страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав. И я думаю, что это лучшее место для такой нейтральной платформы, как наша, если мы хотим быть уверены, что сможем защитить конфиденциальность и свободу слова наших пользователей. За то время, что вы находились здесь, было несколько войн и угроз войны, предвестников войны. Оказывалось ли на вас какое-либо давление со стороны правительства здесь, честно говоря, какое-либо давление, чтобы открыть черный ход в Telegram, запретить кого-либо или внести какие-либо изменения в ваш бизнес? Ноль. Это самое интересное. В течение всех 7 лет, что мы здесь работаем, со стороны ОАЭ не было никакого давления на Telegram. Они были очень благосклонны, очень полезны, и это большой контраст по сравнению со всем, что мы уже пережили. А как насчет того, что вы пережили с тех пор? С тех пор, как вы переехали сюда за эти 7 лет, испытывали ли вы давление со стороны других правительств, под чью юрисдикцию вы не попадаете, но вынуждены выполнять их требования? Конечно же. Telegram — это большая платформа, мы популярны во многих странах, и мы получали много запросов, требований. Некоторые из них были законными. Если была группа людей, пропагандирующая насилие, террористическую деятельность, распространяющая насилие в некоторых частях мира, публично размещала вещи, которые любой порядочный человек запретил бы или не хотел бы размещать, мы помогали им. Но в некоторых других случаях, когда мы считали, что это переходит границы, не соответствует нашим ценностям свободы слова и защиты частной переписки людей, мы не будем обращать на них внимания. Можете ли вы привести пример запроса, который, по вашему мнению, перешел в цензуру и шпионаж, нарушив частную жизнь людей? Есть одна, я бы сказал, очень забавная история, связанная с вашей родной страной. После событий 6 января мы получили письмо от, кажется, конгрессменов Демократической партии. Они попросили нас поделиться всеми данными, которые у нас были в связи с тем, что они называли этим восстанием. Мы проверили это с нашими юристами, и они сказали, что лучше не обращать на это внимания. Но письмо выглядело очень серьезным.
В письме говорилось, что если вы не выполните эту просьбу, вы нарушите Конституции США или что-то в этом роде. Поэтому им нужны были данные о людях, которые голосовали на выборах за другого человека. Ну, им нужны были данные людей, которые устраивали демонстрации в Вашингтоне или где бы они ни были. Возможно, вы правы. Я не эксперт в политике США. Самое забавное, что через 2 года, через 2 недели после этого письма мы получили другое письмо, новое письмо от республиканской части Конгресса. И там мы прочитали, что если мы предоставим какие-либо данные в соответствии с предыдущим запросом, мы нарушим Конституцию США. Поэтому мы получили 2 письма, в которых говорилось, что бы мы ни делали, мы нарушим Конституцию США в некотором смысле. Таково было мое понимание этих писем. Из одного и того же законодательного органа, оба из Конгресса США. Да. И как вы на это отреагировали? Так же, как мы отвечаем на большинство подобных запросов, мы решили проигнорировать их, потому что это такой сложный вопрос, связанный с внутренней политикой в США. Мы не хотим брать на себя... Я в это твердо верю. Если не обращать внимания на свои проблемы, большинство из них исчезнет. Это очень верно. Это очень... Никто этого не говорит, но это правда. Это удивительно. У вас когда-нибудь были требования, которые вы не могли игнорировать? Ну, это зависит от того. Необоснованные требования. Я бы сказал, наибольшее давление на Telegram исходит не от правительств. Оно исходит от Apple и Google. Когда речь заходит о свободе слова, эти 2 платформы могут, по сути, цензурировать все, что вы можете прочитать или получить доступ на своем смартфоне. То есть вы рискуете быть выброшенным из их магазинов? Именно так. Они очень четко дают понять, что если мы не соблюдаем их рекомендации, значит так тому и быть. Telegram может быть удален из магазинов. Для вас это было бы не так уж и мало, верно? Для нас это будет не так уж и мало, потому что, очевидно, большая часть населения планеты потеряет доступ к ценному инструменту, который они используют каждый день, но и для них это не будет мелочью. Я имею в виду, что должны быть. Я считаю, что в таких случаях нужно находить компромисс, но Apple и Google не идут на компромиссы, когда речь заходит о правилах. Если они считают, что какой-то контент противоречит их правилам, они будут следить за тем, чтобы все приложения, которые распространяются в их магазинах, соответствовали этим правилам. Являются ли какие-либо из этих правил? Или вы интерпретируете какие-либо из этих правил? Считаете ли вы какие-либо из них политическими? По природе своей. Некоторые из них, но дело не в правилах, а в их применении. Сами правила, они довольно общие, верно? Так что не должно быть насилия, дискриминации, общедоступных материалов о насилии над детьми. С этим трудно не согласиться. Да, но когда они начинают применять эти правила, иногда мы не согласны с их интерпретацией, и мы пытаемся вернуться к Apple или Google, где бы они ни находились, и сказать: послушайте, мы думаем, что вы ошиблись. Мы считаем, что на самом деле это законный способ выражения людьми своего мнения. И иногда они соглашаются к их чести. Иногда они не соглашаются, и нам все равно приходится удалять некоторый контент, по крайней мере, в той версии Telegram, которая распространяется через их платформы. Сейчас в мире происходит множество конфликтов, и они могут усилиться. Ожидаете ли вы, что количество требований и интенсивность этих требований, их настойчивость будут расти по мере того, как войны будут становиться более интенсивными? Посмотрим. Я очень надеюсь, что прошлое осталось позади. Я хочу быть оптимистом. Я думаю, что сейчас мы достигли той точки, когда политики и общество знают, чего ожидать от социальных медиаплатформ,
и где находятся их красные линии. Мы также узнали гораздо больше о требованиях, предъявляемых как ими, так и Google/Apple, так что и наши пользователи стали лучше понимать, что разрешено, а что нет. Так что я не думаю, что ситуация ухудшится. Похоже, что красная черта для правительств– это допуск организованной оппозиции к власти. Это то, что вы видели в России с Навальным и украинским кризисом в 2014 году. Это то, что вы видели от того члена Конгресса от демократов после 6 января 2020. Определенно, здесь есть своя закономерность. Telegram использовался протестующими в таких местах, как Гонконг, Беларусь, Казахстан, даже в Барселоне в свое время. Так что в значительной степени это был инструмент для оппозиции, но на самом деле неважно, оппозиция или правящая партия использует Telegram, мы применяем правила одинаково ко всем сторонам. Мы не становимся предвзятыми в этом смысле. Дело не в том, что мы болеем за оппозицию или за правящую партию. Не то, чтобы нам было все равно, но мы считаем важным иметь эту платформу нейтральную ко всем мнениям, потому что мы верим, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и улучшению мира для всех. Это резко контрастирует, скажем, с компанией Facebook, которая публично заявила: знаете, мы склоняем чашу весов в пользу того или иного движения в той или иной стране. Все это далеко от Запада и вдали от внимания западных СМИ, но они это сказали. Что вы думаете об этом? Технологические компании выбирают правительство? Ну, я думаю. Это одна из причин, почему мы оказались здесь, в ОАЭ, из всех мест. Верно, вы не хотите быть геополитически привязанным. Вы не хотите выбирать победителей в любой из этих политических схваток. Вот почему вы должны находиться в нейтральном месте. Но я думаю, что у Facebook, в частности, есть много причин, по которым они делают то, что делают, помимо того, что базируются в США. Я думаю, что каждое приложение и платформа играют свою роль, и мы считаем, что человечеству нужна нейтральная платформа, такая как Telegram, которая бы уважала частную жизнь и свободу людей. Возможно, с политической точки зрения наиболее провокационной вещью, которую делает Telegram, является предложение чего-то, называемого каналами, которые кажутся как бы готовыми для организации групп людей. Можете ли вы объяснить зрителям, которые не знакомы с ними, что такое канал Telegram? Да. Итак, канал Telegram — это инструмент вещания один ко многим, который позволяет людям быстро распространить любое сообщение миллионам людей. Итак, есть канал, люди подписываются на него. Это односторонняя связь, то есть каналом может пользоваться, скажем, президент или глава государства, а все остальные не смогут отправить сообщение президенту, но президент сможет отправить сообщение всем людям, которые подписаны на его или ее канал. Суть в том, что каналы так просты в использовании, и они настолько глубоко интегрированы в пользовательский интерфейс обмена сообщениями, что стали чрезвычайно популярны. Вы получаете его как сообщение. Именно так. Так что для многих людей это очень привычная форма. Да. И с тех пор, как мы запустили каналы 8 лет назад, я думаю, что несколько других приложений, популярных приложений, пошли по нашим стопам и тоже скопировали эту функцию. Не настолько продвинуто, как у нас, но это показывает, что это действительно высококачественная и востребованная функция, в которых нуждается мир. Я думаю, это интересно. Вы можете не отвечать на эти вопросы, если не хотите, если это слишком личное, но вы владелец, это ваша собственность. И это очень необычно, на самом деле, я никогда такого не видел, чтобы такой большой бизнес принадлежал одному человеку. Почему вы не взяли, и вы могли бы вложить деньги в частный капитал, но вы этого не сделали? Почему вы этого не сделали? Ну, это правда. На данный момент Telegram на 100% принадлежит мне, что, как я уже сказал, довольно необычно. Я никогда не слышал об этом раньше.
Причина, по которой я старался держаться подальше от венчурных денег, по крайней мере на ранних этапах нашего развития, заключается в том, что мы хотели быть независимыми. Мы знали, что наша миссия и наши цели не обязательно совпадают с целями фондов, которые могли бы инвестировать в нас. А еще для меня дело никогда не было в деньгах, верно? Итак, у меня есть несколько сотен миллионов долларов на моем банковском счете или в биткоине с 10-летней давности, и я ничего с ними не делаю. У меня нет никакой недвижимости, самолета или яхты. Думаю, такой образ жизни не для меня. Я предпочитаю сосредоточиться на том, что мы делаем с Telegram. Вы ничем не владеете. Например, крупные Никаких активы. крупных У активов. вас нет острова на Гавайях или... Нет никакой земли. Нет недвижимости, ничего. Почему? Потому что для меня приоритетом номер один в жизни является свобода. И как только вы начнете покупать вещи, во-первых, это привяжет вас к физическому месту. На мой взгляд, это мое личное мнение. Я не имею ничего против людей, которые покупают недвижимость, но на мой личный взгляд, для меня это будет именно так. И вторая причина. Мне нравится оставаться сосредоточенным на том, что мы делаем в Telegram. Поэтому я знаю, что если я куплю дом, куплю самолет, что-то в этом роде, я буду тратить время на то, чтобы сделать его красивым. И это потребует много времени и усилий. Вы бы выбрали кожаные или бархатные сиденья? Именно так. И У вас даже не было возможности выбрать. да, я бы предпочел принимать решения, которые повлияют на общение миллиарда людей, а не выбирать цвет сидений в доме, который увижу только я и мои родственники и, возможно, куча моих друзей. Интересно. А вы не взяли? Потому что я просто должен сказать в третий раз, не видел этого раньше. Вы, очевидно, были известны в молодости как создатель компании и предприниматель. И поэтому вы могли бы действительно взять много денег. И вы этого не сделали, потому что не хотели, чтобы вас контролировали. Я просто не видел причин для этого. У меня было достаточно денег, чтобы прожить. Если быть до конца честным, Telegram действительно брала деньги извне. 3 года назад мы выпустили облигации, мы привлекли заемные средства, и это было... А до этого у нас был криптовалютный проект, который также привлек некоторые средства. Так что были случаи, когда мы привлекали внешнее финансирование. Но когда речь заходит о собственном капитале компании, Да, вы не отказались от права собственности. мы не давали никому права собственности, права голоса или чего-то подобного. Потому что мы также верим в эффективность. Я думаю, что то, что я был единственным владельцем, директором и менеджером по продукту в течение такого длительного периода развития компании, позволило нам двигаться быстрее и быть... Как вы могли быть единственным менеджером по продуктам? Вы все еще единственный менеджер по продуктам в компании. Именно так. Я по-прежнему придумал большинство функций. Я по-прежнему работаю напрямую с каждым инженером, каждым дизайнером, которые реализуют эти функции. Я управляю этой компанией, потому что мне это нравится. Я единственный менеджер по продуктам, потому что считаю, что именно так я могу внести свой вклад. Насколько велик ваш отдел кадров? Zero. Можно сказать, что это я и... Потому что то, как мы нанимаем инженеров... Нет, вам нужен большой отдел кадров. Вы не думаете, вы не страдаете без него? Мы в некотором роде децентрализовали это. Мы запустили платформу, на которой проводим конкурсы для инженеров. На самом деле это Contest.com. У нас есть отдельная платформа для этого. И в результате организуемых нами конкурсов мы отбираем лучших из лучших инженеров. Мы проводим их каждый месяц или 2 месяца. Так что после серии таких конкурсов мы отбираем лучших из лучших. И тогда они могут присоединиться к нашей команде, в которой всего около 30 инженеров. Это очень компактная команда, очень эффективная. Это как команда морских котиков. Вот так мы и работаем. Нам не нужен отдел кадров, чтобы найти суперталантливых инженеров. Почему все так не делают? Я имею в виду, я смотрю на некоторые из этих технологических компаний или на Элона Маска, когда он появился в Твиттер,
Люди делали то, о чем он и не подозревал, а они не знали, что делают. У них был отдел мира во всем мире и отдел настольного тенниса. И почему все не управляют своим бизнесом так, как вы? Что ж, это интересный вопрос. Думаю, все сводится к вопросу о независимости. Я задавал этот вопрос предшественникам Эллона, Джеку Дорси. Джеку и его предшественнику. И Что вы сказали? Дику Костелло, кажется, так Да. его зовут. И этот Джек, он сказал мне, что если... Я сказал ему, послушай, мы можем управлять этой компанией 20 людьми. Тебе не нужно так много людей. А он ответил, я с тобой согласен, но если мы начнем увольнять так много людей, это испугает Уолл-стрит. Они подумают, что с компанией что-то не так, а мы этого не хотим. Вот почему мы держим здесь всех этих сотрудников. Чтобы сохранить высокую цену акций, ему пришлось управлять компанией неэффективно. Я имею в виду это то, о чем вы говорите. Если я правильно его понял, то именно это, но к его чести Эллону приходится сделать Твиттер частным, прежде чем он смог делать все... Я имею в виду, в том, что вы говорите, есть что-то глубокое. Я имею в виду, что смысл публично торгуемой компании или один из пунктов в том, чтобы общественность могла участвовать в собственности компании, но также, чтобы посторонние могли оценить деятельность компании. И поэтому есть прозрачность. Мы знаем, как управляется компания, потому что она принадлежит обществу, и поэтому она по определению будет более эффективной, как вы думаете. Но вы говорите, что это дико менее эффективно, что вы получаете отдел для игры в настольный футбол, когда компания находится в публичной собственности, а в частной компании нет. Я имею в виду, что это прямо противоположно тому, что вы думаете, верно? Большинство основателей технологических компаний согласятся с тем, что управление публичной компанией менее эффективно, чем частной, потому что вам приходится отчитываться перед гораздо большим количеством людей. Здесь много лишней бюрократии. Так что чисто с точки зрения эффективности, я бы сказал, и думаю, многие со мной согласятся, что управление публичной компанией является неоптимальным, однако у выхода на биржу есть и другие преимущества, и конечно, это важно, когда вы хотите приобрести другие компании. Или наличными, верно? Да, вы можете получить доступ к дешевому капиталу. Есть много вещей, которые вы можете сделать. Но вы не хотите делать ничего из этого. Не в настоящее время, определенно. Мне нравится управлять своей компанией такой, как она есть. Кто знает, что ждет нас в будущем, но на данный момент я считаю, что мы отлично справляемся с Telegram. 900 миллионов пользователей, возможно, через год перешагнут отметку в 1 миллиард ежемесячных активных пользователей. Я думаю, что мы отлично справляемся. Зачем нам терять этот импульс прямо сейчас? Могу я вернуться к тому, что вы сказали в самом начале? У вас нет отдела кадров, на вас работают всего 30 инженеров. Вы владеете продуктами, вы владеете компанией. Такая плотная организация. Но как вам привлечь новых пользователей, если вы тратите 0 денег на приобретение? Если вы не рекламируетесь, если вы не платите за привлечение людей, как вы это делаете? Как добраться до миллиарда бесплатно? Потому что людям нравятся наши продукты. Мы очень рано поняли, что люди умные. Людям нравится пользоваться хорошими вещами, и им не нравится пользоваться некачественными вещами. Вот почему всякий раз, когда человек начинает пользоваться Telegram и, пробыв там некоторое время, начинает открывать для себя все возможности, всю скорость, безопасность, проблемы, все, что у нас есть, они не хотят возвращаться. И они начинают приглашать своих друзей, рекомендуя им: вы должны проверить это приложение, потому что оно намного лучше, чем все остальные. И еще потому, что люди понимают, что бы ни было обмен сообщениями. Приложения, которыми они пользуются сейчас, отстали на 5-6 лет. Они копируют то, что мы делали 6 лет назад. И это не очень качественная копия, если говорить о функциях. Люди любят качество. Именно поэтому они переезжают. Они также любят независимость. Они также любят уединение. Они любят свободу. Есть много причин, почему кто-то переходит на Telegram из других приложений. Когда Элон Маск приобрел Twitter, мы узнали, что разведка — это не только США, но и множество других стран. Обычные подозреваемые были повсюду в компании.
Я имею в виду, что некоторые из них работали в компании. У них был доступ к прямым сообщениям. Вы можете себе представить, вы знаете, потому что сами руководите такой компанией. Но огромное количество проходящих данных может представлять большой интерес для правительств. Не вызывает ли это у вас паранойю, что к вам могут проникнуть? То есть, я полагаю, правительства хотели бы знать, что происходит. В Telegram в частном порядке. Безусловно, большая ответственность лежит на наших плечах. И я бы не сказал, что мы параноики, но я думаю, что имеет смысл быть благоразумным и не быть слишком доступным, не путешествовать по странным местам. Вы не путешествуете по странным местам? Надеюсь, что нет. Как, например, я путешествую по местам, где я уверен, что эти места соответствуют тому, что мы делаем, и нашими ценностями. Я не езжу ни в одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или даже в США. Итак, вы не ездите в США? Постарайся не делать этого, я могу поехать, но вы знаете, что это слишком много внимания, как я уже описывал ранее. Да, потому что в какой-то момент, если вы управляете чем-то подобным, вы становитесь игроком в мировой политике. Хотите вы этого или нет, не так ли? Мы определенно не хотим быть игроком. Мы хотим быть нейтральной платформой, которая беспристрастна и не принимает ничью сторону. Но вы, наверное, правы, что мы должны играть определенную роль. Не принимать чью-либо сторону – это единственное, что вам не разрешается делать, верно? Разве в современном мире вы не обязаны занимать ту или иную сторону? Я думаю, это большая проблема, потому что я думаю, что такое отношение может привести к тому, что наш мир станет более опасным местом. Потому что в конце концов мы все должны пытаться понять друг друга и пытаться сблизиться друг с другом в плане ознакомления с позициями других людей, даже если они кардинально отличаются от наших собственных. Так мы придем к компромиссу и сможем двигаться вперед. Если мы строго разделены и каждый должен занять одну из сторон, а мы не можем занять одну из сторон, потому что мы платформа, которую люди должны использовать. Чтобы сотрудничать, находить точки соприкосновения и, надеюсь, двигаться вперед, если мы это потеряем, то окажемся в гораздо более опасном месте. Как часто вы пересекаетесь с Агентством национальной безопасности АНБ? И я спрашиваю об этом как человек, чьи тексты они читали. Поэтому я знаю, что они очень активны в этом мире. Каков ваш опыт? Я думаю, что АНБ – это не то агентство, которое работает с вами напрямую, верно? Они не придут сюда. Вы так дипломатичны. Мне это нравится. АНБ – это не то агентство, которое работает с вами напрямую? Нет, это правда. Это правда. Поэтому мои знания о взаимодействии с АНБ очень ограничены. Я могу прочитать в газетах о том, что в мой телефон проник Пегас или что-то в этом роде. Я понятия не имею, правда это или нет, но это единственный источник информации о том, что я лично могу представлять интерес для любого из секретных агентств. Но вы должны думать, что несмотря на то, что вы не давали интервью около 7 лет, это широко известно людям, которые интересуются тем, кто вы есть, и вашей ролью в этом деле. Я имею в виду, вы должны думать, что за вами безумное количество слежки, не так ли? Возможно, это правда. Это звучит смешно, но я предполагаю по умолчанию, что устройства, которые я использую, взломаны, потому что вы все равно будете пользоваться iPhone или телефоном на Android. И после того, что я пережил в США, я очень мало доверяю платформам, разработанным в США с точки зрения безопасности. Да, с точки зрения конфиденциальности. Именно так. Потому что во многих странах, и в нашей, в том числе в Америке, шпионаж описывается как, цитата, «безопасность». Вы же смотрите на это с другой стороны. Вы предполагаете, что безопасность – это частная жизнь и мое право не подвергаться шпионажу. Но правительство называет шпионаж за вами безопасностью. Спасибо за это исправление. И последний вопрос. Поскольку вы занимаетесь этим с тех пор, как учились в колледже, и находились в центре событий, как вы видите их развитие?
И под этим я подразумеваю свободный обмен, частный обмен информацией между суверенными людьми, человеческими существами, не рабами. Когда я был ребенком, это было возможно. Сейчас это становится все труднее. Движемся ли мы к миру, в котором просто не будет частного общения? Или вы считаете, что приватность сохранится, несмотря, скажем, на искусственный интеллект или просто массовое увеличение вычислительной мощности? Это зависит от степени конфиденциальности. Когда вы говорите, что приватность сохранится, вы имеете в виду, что сейчас у нас абсолютная приватность? Я не думаю, что это так. И я думаю, что мир становится все менее покладистым. Правительства становятся менее терпимыми к частной жизни. И это явно тенденция, потому что у них больше технологической мощи. Но победят ли они? Я думаю, будет ли когда-нибудь способ сохранить приватность? Есть ли для нее место? Я верю в это. Я оптимист, я думаю. Будут созданы новые защищенные аппаратные коммуникационные устройства, аналогично тому, как сейчас у нас есть аппаратные кошельки для хранения криптовалюты. Да. Может быть, у нас будут защищенные устройства связи для отправки сообщений или голосовых звонков. Это возможно. Я верю, что мир развивается циклично. И если сегодня все идет в одном направлении, это не значит, что завтра все пойдет в том же направлении. Мне также кажется, что в какой-то момент людям надоест то, что они пережили сегодня, и они решат переместиться в каком-то другом направлении. Например, я видел это после ковид. Во время ковид у вас было много ограничений. Также на платформах социальных сетей, на большинстве платформ социальных сетей вам не разрешалось выражать сомнения по поводу изоляции, вакцин или масок. И в какой-то момент я почувствовал, что настроения изменились. Люди начали чувствовать себя очень-очень уставшими, а иногда и рассерженными от того, что им не разрешали выражать свое мнение. Особенно после окончания пандемии многие люди стали еще более скептически относиться к ограничениям их свобод, которые они испытали во время пандемии. Какова была ваша позиция как владельца бизнеса во время ковида? Вы, должно быть, испытывали давление, заставляя цензурировать мнение об изоляции, вакцинах, масках. Как вы реагировали? Наша позиция довольно проста. Мы нейтральная платформа, мы помогали правительствам распространять свои сообщения об изоляции, масках и вакцинах. У нас есть десятки правительств, которым мы действительно помогли распространить информацию, но мы также не хотели ограничивать голоса, критикующие все эти меры. Мы решили, что есть смысл столкнуть эти противоположные мнения и надеяться, что в этих дебатах появится хоть какая-то правда. Конечно, нас критиковали за это, но оглядываясь назад, я думаю, что это была правильная стратегия. То есть вы позволяли людям высказывать сомнения в так называемой науке на протяжении всего опыта? Именно во время пандемии мы, я думаю, были одной из немногих или, возможно, единственной крупной платформой социальных сетей, которая не удаляла аккаунты, скептически настроенные в отношении некоторых из этих мер. Так почему же вы не прославились и не стали героем в Соединенных Штатах? Разве не должен быть парад в вашу честь? Если вы единственная платформа социальных сетей, которая не удалила то, что оказалось правдой или в какой-то степени правдой, и уж точно более правдивым, чем руководство CDC, почему вы не стали человеком года по версии Times? Почему ваше лицо не на 5-центовой монете? Я не эксперт в американской политике, но, если честно, у вас теперь есть Twitter или X, Да. которые, похоже, становятся все больше сторонниками свободы слова. И Думаю, да.
это отличное развитие. И возвращаясь к нашему предыдущему разговору о том, что все это развивается циклично, можно сказать, что ситуация начинает меняться. Итак, но в некотором роде Элон, покупая Twitter, вроде как прекращает вашу монополию, но вы все равно приветствуете это радостно. Вы все еще поддерживаете его. Безусловно, нам нравится тот факт, что Элон купил Twitter. Мы считаем это отличным событием по нескольким причинам. Первая причина – это инновации. Вы могли видеть, как X делает и пробует множество вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации. Это то, чего у нас не было за пределами Telegram и нескольких других компаний в этой отрасли в течение последних 10 лет. Что вы видели у крупных игроков, так это то, что они предпочитали копировать проверенные модели, функции, которые такие приложения, как Telegram, запустили, и просто масштабировать их на большую аудиторию. Эти функции были бы бледным отражением того, что создали мы, но именно так работали и продолжают работать те компании. То, что пытается сделать X, совпадает с тем, что создаем мы. Инновации, пробовать разные вещи, пытаться дать возможности творцам. Попытка создать экосистемную экономику. Все это захватывающие вещи, и я думаю, что нам нужно больше таких компаний. Не знаю, хорошо ли для человечества то, что Элон проводит так много времени в Twitter, делая его лучше, но для индустрии социальных сетей это определенно хорошо. Когда вы видите парней, которые управляют другими компаниями, вы их знаете, а вы когда-нибудь говорили о свободе слова, я имею в виду, что если вы можете не отвечать, конечно, если не хотите, но, например, если вы натолкнетесь на Марка Цукерберга. Да, мы встречались с Марком больше 10 лет назад. Я тогда еще руководил VK, и я рассказал Марку и его коллегам о нашей платформе для приложений. Мы запустили платформу для приложений. Кажется, это было в 2009 году в VK. Они были очень заинтересованы. Это была интересная встреча. В итоге они пытались скопировать не то, что сделали мы, а то, что я им сказал. Это было забавно. Помню, он спросил меня, не планируем ли мы начать что-то на глобальной основе, на мировом уровне, например, выйти на международный уровень. Я ответил, что нет, и спросил его, не собирается ли он попытаться захватить больше мой внутренний рынок, на котором я сейчас работаю. Он ответил нет, и в итоге мы оба сделали именно это за 2-3 недели. Это было... Так что я думаю, что мне не стоит вступать в бизнес с Марком Цукербергом. Без комментариев. Павел Дуров, большое спасибо. Это была отличная беседа, я ценю это. Мы болеем за вас. Спасибо, что пригласили меня. Конечно. Свобода слова – это нечто большее, чем один человек или одна организация. Общество определяется тем, чего оно не допускает. То, что мы наблюдаем, это полная инверсия добродетели. Эй, это Такер Карлсон. Интернет переполнен интересными вещами, которые на самом деле не имеют значения. На TCN мы пытаемся преподнести вам интересные вещи, которые действительно имеют значение, и их очень много. Интервью, длинные и короткие, видеоролики, документальные фильмы – все это вы найдете на сайте tuckercarlson.com. И мы надеемся, что вы это сделаете.